Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня показать вам, как можно сплести вот такое вот широкое объемное колечко. Таким образом можно сплести и браслет, если у вас будет желание и терпение. Смотрите, плела я из вот такого вот бисера. Этот бисер называется сатин. Бисер рубка. Бисер прециоза, размер бисера 10, а номер его 05122. Есть у меня еще вот такой вот бисер, то же самое. Его номер 05131. И сегодня мы будем делать колечко вот из этого бисера. Что я хотела сказать по этому бисеру? Хоть это и чешский бисер, но бисерина от бисерины отличаются как матрешки друг от друга по размеру. Есть совсем тоненькие, есть длинненькие. И, в общем, каждый раз приходится подбирать каждую бисерину. И, естественно, для того, чтобы сравнять край, пришлось мне набрать вот такой вот золотой бисер. Золотой бисер 18184. И голубой бисер мы сегодня будем отделывать 18131. Вот это колечко мне захотелось сделать на контрастной нити. Я его плела вот на такой красной нити. Хотя есть у меня, смотрите, нить и в цвет. А голубой бисер, голубой нити у меня не оказалось. Но вот такая есть бирюзовая. И я уже попробовала. Получается, в общем-то, достаточно неплохо. Это специальная нить для бисера. Ну, может быть, у кого-то нить другая будет. Я пробовала это кольцо плести на мононите. И пробовала плести на леске. И скажу так, что бисер этот очень хрупкий. У меня где-то в середине изделия просто одна бисерина лопнула. И мне пришлось начать заново. Это я хотела сплести браслет по такому принципу. Здесь обычное мозаичное плетение на 4 бисерины в ряду. План у меня был такой: сплести 2 полоски и отделать точно так же, как кольцо. Но надо сказать так, терпения подбирать каждую бисерину мне не хватило. Смотрите, если плести ровное полотно, то вот видно, да, что каждая бисерина отличается от другой по размеру. Но сам бисер, вот его такая матовость, очень красиво смотрится. Вот так кольцо смотрится не на пальце. Оно получилось достаточно тяжелое. И это кольцо плетется, будем говорить так, в 2 этапа. Первое, что нам нужно сделать, это вырезать полоску из бумаги, чтобы четко сдать размер вашего кольца. Чтобы каждый раз не примерять, удобно это делать на бумажке. На какой палец вы решите, на такой и сделайте себе такую бумажку. Итак, давайте приступим. Я надеюсь, будет хорошо видно, хотя нитка достаточно светлая, а бисер как будто вообще такой светлый. В одном из предыдущих видео я рассказывала, как плести самую простую цепочку. Эта цепочка не что иное, как мозаичное плетение на 2 бисерины. Итак, для того, чтобы начать цепочку, нам нужно набрать 3 бисерины. Подтянули их к концу ниточки, так, чтобы у вас вот хороший такой хвостик остался в конце. Мы за него будем держаться. И смотрите, вот моя иголка, нитка выходит сюда. Я захожу в ту бисерину, которая стоит с краю. Вот так.
Вот конец нитки. И я к этому концу захожу вот сюда. Подтянули, и вот у нас с вами должен получиться вот такой вот треугольничек. Это хвостик, за который я держусь. А вот нитка с иголкой. И, как я показывала в предыдущем видео, мы будем каждый раз набирать одну бисерину. Смотрите, нитка идет на меня. Я иголкой захожу от меня. Набираю еще одну бисерину. И захожу. Теперь у меня нитка идет от меня, а я захожу на себя. Таким образом плетется полосочка вот такой вот длины, как мы намерили наш палец. Еще один раз покажу и проплету полоску, чтобы не затягивать наш урок. Каждый раз будем набирать одну бисерину и заходить. Нитка на меня, я захожу иголкой от меня. Этот хвостик мы ничего не завязываем, просто держим его в руке. Нитка от меня. Заходим вот так. Сейчас я проплету полоску нужной длины и будем дальше заниматься. Ну вот, я провязала полосочку, промерила ее по своей линеечке. И смотрите, как должно получиться. По одному ряду выступает, допустим, вот в нижнем ряду вправо бисерина. А с этой стороны по верхнему ряду выступает. То есть здесь снизу, здесь сверху. Это для того, что когда мы соединим в кольцо, то вот здесь у нас очень все хорошо сойдется. Вот так. И что мы дальше делаем? А дальше мы берем отделочный бисер. И будем каждый раз набирать одну бисерину. И смотрите, вот нитка выходит из одной бисерины. Мы заходим во вторую. А в соседнюю выходим вот так. То есть сюда зашли, отсюда вышли. Вот такой змейкой идем. Набираем еще одну бисерину. И опять, вот смотрите, нитка выходит отсюда. Мы заходим в соседнюю бисерину. И выходим в следующую. Таким образом получается то, что у нас, смотрите, здесь отверстия у нас смотрят вот сюда. А здесь, когда мы так поставим наши бисерины, они смотрят вот так. То есть это у нас будет отделочный ряд. И мы сделаем так, что у нас вот этих вот отверстий с ниточкой видно не будет. Ну и таким образом нужно будет сделать по всей длине вот этой вот полосочки. Набрали одну, зашли в соседнюю, следующие вышли. Ну и вот в итоге должна получиться вот такая вот полосочка. Бывает так, что вот эта вот последняя бисерина, она как будто бы не на месте. Когда вы сведете, допустим, два кончика, то получится, что вот тут будто бы будет еще одна ненужная бисерина, или
у вас всегда вот конец иголки, и всегда можно добрать пару бисерин, и тогда все будет на месте. Итак, полосочку мы сделали. Ну, а я сделала еще одну такую полосочку. И это полосочки у нас, смотрите, одна полосочка и вторая полосочка. На одной полосочке у нас получается один ряд бисера и второй ряд бисера, а на другой полоске только один ряд бисера. Вот, допустим, та, которая у меня полосочка с иголкой, я сейчас перейду на вторую сторону и сделаю точно так же бисерины по краю. Я перехожу на вторую сторону полоски. Вот тот наш свободный хвостик. Если нужно будет добавить вам бисер, можно добавлять даже этим хвостиком. И здесь я то же самое делаю. То есть между каждыми двумя бисеринами я вставляю по одной бисерине. Выхожу в соседнюю. И еще вставляю между двумя бисеринами по одной бисерине. Сейчас я поставлю бисерины по этой стороне, и колечко мы с вами закольцуем. Ну вот я с двух сторон оформила край. Смотрите, уже достаточно симпатично смотрится. Можно сделать просто вот такое вот колечко. Ну а теперь мы с вами должны соединить наше колечко в кольцо. На верхнем ряду, ну, на дальнем от меня, выпуклая бисерина идет здесь, а здесь такая выпуклая бисерина идет на том ряду, который ближе ко мне. Тут можно соединять как уже кому больше нравится. Можно пройти вот просто несколько раз по бисеринкам, чтобы хорошенечко нам соединить. Вверх-вниз, вверх-вниз. И мы заходим вот сюда. И теперь мы вот эти наши два кончика свяжем между собой. И если у вас вот эта нитка длинная, ее можете не обрезать. Но так как у меня она уже немножко измочалилась, я ее обрежу. И добавлю новую. Потому что нам еще нужно будет с ниткой с этой поработать.
тут, где я завязала узелочек, у нас будет вот этот край. Узелочек будет под вот этим вот рядом бисера, его вообще нигде не видно. Но если вы сильно уж так сомневаетесь, что некрасиво, вы можете уйти на обратную сторону и где-то вот здесь обрезать нитки. Ну, я сделаю это прямо вот здесь. Так как мы много раз туда-сюда ходили, то никуда наш узелочек не денется и колечко наше не расплетется. И точно таким же образом нам нужно закольцевать и вторую нашу полосочку. Так, мы сейчас эти две ниточки свяжем. Так, и еще несколько раз я пройдусь по бисеринам вверх-вниз, чтобы место соединения надежно было и наше колечко не расползалось в разные стороны. Ну и так как эта сторона наша, это будет более заметная, мы должны нашу ниточку спрятать на обратной стороне кольца. Ну, давайте сделаем эту сторону обратной. То есть я захожу вот так. И вот эту нашу ниточку мы тоже должны заправить вот сюда. Вот так. И наши ниточки, видите, они теперь будут спрятаны посерединке. Завяжем узелочек. И можем их спокойно обрезать. Вот так. Теперь, чтобы наш узелочек спрятался, мы наше колечко просто вывернем на обратную сторону. Все, наш узелочек оказался внутри. Ну и чтобы вам было лучше видно, я взяла сейчас красную нить. И будем наши колечки соединять. На любом из колечек подходим вот так в серединке под ниточку с внутренней стороны. Если у вас нитка длинная, та, которой вы плели, осталась, то можете ее не менять. А я завязала раз узелочек. И нам с вами нужно выйти в одну из бисерин
которые у нас будут соединять между собой два колечка. То есть вот мы проходим по бисерине возле узелочка. И смотрим, из этой бисерины у нас вот идет ниточка. Вот в эту бисерину серебристую мы в нее и заходим. Так, теперь нам нужно сделать так, чтобы... Давайте сделаем, чтобы наши колечки эти были уже сразу правильно вывернуты. Вот так. И теперь можно два колечка одеть вот так на палец. И колечки мы будем соединять так, как мы с вами только что вставляли серебряный бисер. То есть из серебряной бисерины мы выходим и заходим, ну, допустим, вот в эту бисеринку, так? Подтянули. И теперь заходим в соседнюю и сразу в серебряную бисерину. Ну, можно не сразу, можно сначала выйти, потом зайти, но так оно удобнее. Раз. Из этой бисерины мы смотрим. Угу. Вот наша ниточка выходила. Наша серебряная бисерина должна стоять между вот этими двумя. Вот видите, вот здесь ниточка вышла, а должна зайти вот сюда. Вот так. Сюда зашла, а из соседней вышла. И сразу же в серебряную бисерину. Поворачивайте кольца, как вам будет удобнее. Значит, смотрим. Ниточка вышла отсюда, значит, заходим вот сюда. То есть все время мы заходим в каждую бисерину. В одну вверх, в другую вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. А в соседнюю выходим и сразу же серебристую. Ну вот смотрите, я уже дошла почти до окончания нашего круга. Мы два колечка между собой соединили. Если вы сделаете все правильно, то у вас все должно сойтись. Ну и вот давайте еще разочек пройдем в ту бисерину, с которой мы начинали. И выходим мы с вами теперь, смотрите, вот сюда вот в верхний ряд. Такая вот история получается. Я промеряла
И выходит так, что если сюда вставлять 2 бисерины, то это много, а 1 бисерину это мало. Поэтому я делала вот что. Смотрите, один раз я вставляла 2 бисерины, а второй раз 1. Две. Одна. Если все время вставлять по 2 бисерины, то вот эта вот корона, она будет выгибаться вот сюда и будет очень-очень некрасиво. Вы не смотрите, что сейчас она вот так вот немножко кривенькая. Мы к этому делу еще вернемся. 2. И вот так чередуя 2, 1, 2, 1, проходим весь ряд. Ну вот я прошла полностью кольцо. И теперь я по бисеринам перехожу на вторую сторону. Прямо по ходу идем по бисеринам. Через серебристую бисерину. И выходим таким образом в любую, которая нам будет ближе всего. Вот так. Выходим в ту бисеринку, из которой наша серебристая бисерина выходит. Вот так. И делаем точно так же. 2, 1, 2, 1. Зашли в серебристую и пошли по кругу. Набираем 2 бисерины. А в следующий раз 1. Ну вот, я закончила полностью ряд. Колечко, в общем-то, закончено, но смотрите, какой некрасивый и неровный край получился. А я делала дальше вот что. Я уходила вот сюда на обратную сторону, прикрепляла ниточку. Так, а дальше я, смотрите, что делала. Я брала вот эту вот толстючую мононить. И вся сложность заключается в том, что нужно пройти вот эти вот бисерины без иголки. Потому что если с иголкой, то вот эти вот рубочки, они просто лопаются. Я вот пока не отрезаю от катушки. Точно так же вот иду по ходу по всем бисеринам. Прохожу серебристую.
Вот так. Теперь я делаю вот что. Подтягиваю такой хвостик, чтобы у меня остался здесь хвостик и здесь хвостик, чтобы можно было присоединить иголку. Нитку не экономьте, а то потом будет вам неудобно. Ну вот, смотрим, где я вышла. Вот здесь. То есть я захожу в ближайшую бисерину и по кругу прохожу пару раз. Когда бисеринам станет тесно, они выстроятся в ровный-ровный ряд. Смотрите, я 2 раза прошлась по кругу вот этой вот мононитью. И сравните, для сравнения, ряд бисера вот этот вот и вот этот. Самое неприятное то, что мне нужно будет теперь опять снять иголку и уйти на ту сторону вот этой вот ниткой. Но это я уже оставлю на потом. Сделаю это без вас. А на свободный конец с другой стороны я опять одеваю иголку. Захожу в ближайшую бисерину. Точно так же, как на этой стороне, 2 раза прохожу по кругу. 2 раза вполне достаточно. Если у вас будет леска 0,2, вот, наверное, будет нормально тоже так сделать. Ну вот, смотрите, я прошла полностью и одну сторону, и вторую. И наши ниточки я остановила примерно друг напротив друга. Одной ниткой я захожу на ту сторону и оставляю ее вот здесь, а второй ниткой прохожу и так сделать, чтобы обе нитки завязались с обратной стороны вот здесь. Ну вот, я все манипуляции проделала, провела ниточки так, что они оказались у меня одна возле другой. Я завязываю узелочек. К сожалению, кольцо сейчас вывернуть нельзя, поэтому практически вслепую действуем. Может быть, вы придумаете какой-нибудь другой способ, чтобы распрямить вот этот ряд бисера. А может быть, вы не будете так заморачиваться с прохождением лески туда-сюда, а сделаете узелки где-нибудь прямо возле вот этих вот дорожек. Мне осталось обрезать нитку. Ну и вот такое вот колечко у меня получилось. Я даже не знаю, какое из них мне нравится больше. Когда я плела это колечко, мне казалось очень красивым сочетание сиреневого с золотом. Ну, а сейчас вот мне нравится так. И такой мой совет. Когда вы будете вырезать эту бумажку вокруг пальца, берите с небольшим запасом, потому что кольцо широкое, ну а, как известно, широкое кольцо всегда тяжелее одевается на палец. Сделайте его чуть-чуть больше размером, и тогда все будет в порядке. Я буду рада, если модель кольца вам понравится. Напишите мне, в каком сочетании смотрится лучше. Ну а на этом плетите с удовольствием. Пусть жизнь доставляет вам радость. Всего вам доброго. До свидания.